Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Вы когда-нибудь замечали, что кухонный нож вроде бы острый, но режет как-то не так? Вот вроде точишь, стараешься, а ощущение, что до настоящей остроты еще далеко. Сегодня я решил проверить, можно ли превратить обычный кухонный нож в по-настоящему сверхострый инструмент буквально за несколько минут. Есть у меня вот такой вот кухонный нож с уставшей деревянной ручкой. Кстати, если интересно, на моем канале есть видео, где я показываю, как ее восстановить и дать ей вторую жизнь. Раньше я всегда точил нож вот таким вот обычным заточным камнем. Да, он становился острее, но не настолько, как хотелось бы, и тупился обратно довольно быстро. Вот как сейчас. Он не может разрезать даже обычный лист бумаги А4. Он рвет его на куски. А помидор, вместо того, чтобы резать, просто давит. А чем вы точите свои кухонные ножи? Напишите в комментариях. Но недавно у меня во временном пользовании оказалось вот такое заточное устройство наподобие ганза. И я решил попробовать наточить нож именно им. Результат меня, честно говоря, удивил. Но обо всем по порядку. Сейчас я покажу, как я пользовался этим устройством, как точил нож и что получилось в итоге. Приступим. С данным устройством в комплекте идут вот такие заточные камни с разной зернистостью. 120, 320, 600 и 1500. Само устройство прикручено к деревянной доске для удобства использования. Для начала нужно закрепить нож. Делается это следующим образом. Поднимаю вот эту крепежную планку к месту, где будет фиксироваться лезвие ножа. И теперь аккуратно вставляю его сюда. Вот таким вот образом. После этого затягиваю болт при помощи шестигранника. Все, нож зафиксирован. Далее я беру маркер и рисую им по краю лезвия ножа, там, где буду непосредственно точить. Это нужно для того, чтобы правильно выставить угол заточки. Многие используют для этого транспортер, который можно установить практически на любой смартфон. Но лично мне больше нравится использовать для этого маркер. Вставляю точильный камень в устройство и провожу им несколько раз по лезвию ножа. После этого становится видно, где стирается маркер и подходит ли выставленный угол для заточки. Не знаю, насколько будет видно на видео. Вижу, что угол слишком большой, и уменьшаю его, опуская шарнирный узел вниз на несколько сантиметров. Снова провожу несколько раз по лезвию. После этого делаю вывод, что угол нужно уменьшить еще немного. Проверяю еще раз. Отлично. Вот это уже то, что надо. Теперь приступаю непосредственно к заточке. Точить буду всеми камнями по очереди. Самый первый будет камень с зернистостью 120. Смачиваю его водой и начинаю вот таким вот образом водить им по лезвию. На это действие у меня уходит где-то 1 минута. После этого переворачиваю нож на другую сторону. Затягиваю болт.
И точно так же этим же камнем точу его в течение 1 минуты, теперь уже с другой стороны. Есть. Готово. Далее меняю камень. Следующий будет с зернистостью 320. Также смачиваю его водой и теми же движениями продолжаю точить нож. Через минуту опять переворачиваю его. И прохожу 320-м камнем теперь и с этой стороны. Следующий камень будет уже с зернистостью 600. Смачиваю его и продолжаю точить. Спустя минуту снова переворачиваю нож на другую сторону. И также прохожу 600-м камнем и по ней. Остается теперь самый последний камень с самой маленькой зернистостью, 1500. С ним все делаю аналогично, как и с предыдущими. Сначала с одной стороны, а потом с другой. Есть. Готово. Достаю нож. Вытру его. И буду пробовать, что же в итоге получилось. Бумагу, как вы видите, теперь он режет вообще без проблем. Также проверю, как он после заточки справится с помидором. По-моему, получилось очень даже хорошо. А самое главное, как мне показалось, после такой заточки острота ножа сохраняется гораздо дольше, чем при заточке обычным точильным камнем. Если видео оказалось для вас полезным, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. На этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч на моем канале. Пока.